Знаете ли вы, что Каунасский зоопарк иногда предоставляет возможность бесплатного посещения для всех желающих? Мы решили воспользоваться именно этим шансом. Честно говоря, идти за деньги сомневались. Хотелось своими глазами проверить, стоила ли того масштабная грандиозная реставрация, которая закончилась в конце 2023 года и обошлась в миллионы евро. Забегая вперед, забудьте старый советский зоопарк как страшный сон. Вся территория изменилась до неузнаваемости. Для детей здесь вообще абсолютный рай. От классических каруселей и кафе с мороженым до интерактивных площадок с батутами, утопленными прямо в покрытие, прыгая на которые во все стороны разлетаются брызги воды. Территория огромная, рельефная, все продумано для мелочей. Есть футуристичный, почти прозрачный мостик, удобные лестницы и даже лифты для родителей с колясками. Теперь о самых ярких встречах этого дня. Нам невероятно повезло с жирафами. Они впечатлили до глубокого восторга. Насколько же они высокие, статные и изящные. Когда ты стоишь у ограждения, человеческий рост оказывается где-то на уровне середины его бедра, а голова жирафа проплывает над толпой посетителей, как какой-то гигантский, неторопливый летательный объект. Невероятное зрелище. Второй момент, от которого душа буквально ушла в пятки, это лев. Нам посчастливилось застать его прогулку. Он вышел из своего укрытия и издал такой мощный, раскатистый рык, что земля под ногами будто задрожала. Пожаловавшись на жизнь и позвав львицу, которая так и не изволила показаться публике, он гордо развернулся и ушел обратно в тень. А дальше началось настоящее разнообразие. Павиан. Смешной, с невероятной выразительной мимикой. Он важно сидел, обгрызая палку с видимым удовольствием, а потом внезапно бросил ее, потеряв всяческий интерес, и отправился по своим делам. За этим можно наблюдать бесконечно. Смешной нечесанный як, настоящий колоритный хозяин своего загона. Растрепанный, с густой шерстью почти до земли. Он важно и неторопливо шагал по территории, совершенно игнорируя посетителей. Очевидно, в такой тяжелой косматой шубе не просто выживать в жару. Дикий кот, воплощение скрытой грации. Смотрит на тебя своим диким, пронзительным взглядом. И сразу понятно, перед тобой не домашний пушистик, а настоящий лесной хищник. Пони – милейшие и очень ухоженные животные, которые с удовольствием подходят ближе и вызывают бурю восторга у детей. Пернатые обитатели. Невероятно величественные совы с гипнотизирующим взглядом. Огромные пеликаны, важничающие у воды. Один из них лениво отдыхал на берегу, положив свой гиперполизированный клюв на грудь. И это смотрелось очень эпично. Черный лебедь – невероятно грациозная птица, которая скользит по воде с каким-то королевским достоинством, а на суше похожа на самого невозмутимого обитателя. Зубры – монументальные, гигантские, мощные исполины. Когда видишь эту гору мышц так близко, аж дух захватывает от их древней силы. Гепарды. Нам удалось заставить их в моменты настоящей кошачьей лень-терапии, когда эти самые быстрые хищники планеты лениво валялись и кайфовали в тени раскидистого дерева. Я впервые увидела этих грациозных созданий так близко, и это был момент восхищения. Но отдельно вид милоты, который собрал вокруг себя самую громкую толпу, это лисята. Резвые, игривые, гиперактивные. Они прорыли себе настоящую нору в грунте и устроили из этого целое интерактивное шоу. Баловались, прятались глубоко внутри, а потом неожиданно выскакивали прямо на радость публики. Чистый дофамин.
Но зоопарк – это не цирк, и даже за купленный билет вам никто не гарантирует стопроцентного шоу. Некоторые вольеры оказались пустыми, а животные со своим характером. Тигров мы так и не увидели. Погостили в их домике с прозрачной стеной, узнали много информации о них, но сами хозяева не удосужились показаться на глаза. Носорогов удалось разглядеть только через стекло. Они отдыхали в прохладном вольере. Не ожидал увидеть таких исполинов. Длина их тела около 3 метров, вес 3 тонны, и совсем не верится, что эти исполины могут двигаться со скоростью 60 км в час. Верблюд и зебры единодушно решили повернуться к нам исключительно видом сзади, а медведь вовсе решил не выходить. Кстати, здесь есть еще тапиры, кенгуру и волки, которых нам тоже предстоит поискать в следующий раз. Пустые вольеры – это не минус, а показатель того, что у животных есть простор и право на личную жизнь. Для нас это просто отличный повод зайти сюда еще разок. Кроме открытых вольеров, на территории есть крытые павильоны с милейшими свинками, овечками и домашними животными. А вот с главным экзотариумом мы совершили классическую ошибку новичка. Он закрылся прямо перед нашим носом. Запоминайте важный лайфхак. Все крытые павильоны и экзотариум закрываются раньше, чем сам зоопарк. Обычно на 45-60 минут до закрытия касс и территории. Поэтому, если вы придете во второй половине дня, начинайте именно с внутренних помещений. Информацию по ценам и графику можно найти на официальном сайте zoosodas.lt. Зоопарк работает ежедневно. Летом обычно с 10 до 20 часов. Взрослый билет на данный момент стоит 14,5 евро, детский, студенческий, пенсионный – 7. Подводя итог, я никак не ожидала увидеть такой уровень. Огромные, продуманные вольеры, современная архитектура, на обход которой вам гарантированно потребуется 2-3 часа активной ходьбы. Впечатление от того, насколько близко можно увидеть дикую природу, невероятное. Когда над тобой парит голова жирафа или в метре от тебя рычит царь зверей, это эмоции, которые обнуляют любую хандру и усталость. Я считаю, что здесь каждый потраченный евро полностью себя оправдывает. Это место запредельно заряжает и детей, и особенно взрослых. А вы уже успели побывать в обновленном Зоосодас? Пишите в комментариях, кого из животных вам удалось застать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ловите яркие моменты вместе с нами. До встречи! Carpe diem!